Всем привет, меня зовут Владимир Чистый, в компании Asay. В этом видео я покажу вам, как работать со сценарием в сервисе Core, как редактировать команды, как добавлять свои команды и многое другое. Для этого у меня уже есть созданный проект в сервисе, у меня есть подключенный бот, я нахожусь на вкладке сценария, и давайте сначала рассмотрим, что есть на этой вкладке. На этой вкладке есть поиск, можно сюда набирать те команды, которые вам нужно, по названию команды, можно добавлять по тексту, который находится внутри, либо по кнопкам меню. Например, главное меню, и мы видим кнопки, где содержится главное меню, либо где содержится команда главное меню. Также есть кнопка «Добавить», то есть добавить, соответственно, свою команду новую. И сама таблица команд, то есть тот шаблон, который мы уже предзагрузили. В этой таблице у нас есть кнопки, то есть те действия, которые мы можем совершать с командой. Название самой команды, тип этой команды, сообщение, то есть текст, который находится внутри кнопки меню, и следующее сообщение, если у нас это цепочка команд. По ним ориентироваться очень просто. То, что находится в колонке команда, это означает, если мы отправляем это в бота, то у нас активируется эта команда. То есть я отправил /start, и бот меня понял, он начал цепочку сообщений. Он сначала отправил мне «добро пожаловать», и дальше перешел в следующую команду, это у нас главное меню, и отправил уже «выберите кнопку» с соответствующими кнопками. Давайте попробуем отредактировать начальное сообщение, команду /start. Когда мы открываем редактор, у нас довольно простой интерфейс, название самой команды. Если это команды из самого шаблона, я не рекомендую их менять, чтобы не нарушить работу бота. Дальше у нас есть тип сообщения. Это может быть обычный текст, который у нас везде сейчас расположен. Это может быть текст с добавлением фото, видео, гифки и PDF. Если у вас есть желание добавить, например, фотографию, вы, соответственно, загружаете ее в файл и выбираете тип сообщения «фото». Я буду это показывать, об этом чуть позже. Дальше у нас есть поле «Вопрос». Оно в целом пока не несет никакой нагрузки, потому что используется только для вопросов почты, телефона и промокода. Далее идет следующее сообщение. То есть если вам нужно сделать цепочку сообщений, как в данном случае сначала уходит сообщение по команде /start, а потом уходит следующая команда «Главное меню». То есть вы здесь можете выбрать и другую команду, если вам это необходимо. Дальше у нас идут задержка. Это задержка между командами. После активации команды /start можно выставить задержку, например, 3 секунды. И уйдет сообщение «Главное меню». Давайте сначала так и сделаем. Я поставил задержку. И теперь после отправления сообщения «Добро пожаловать» проходит 3 секунды и отправляется второе сообщение. Все, круто. Теперь давайте попробуем изменить вот этот текст. Уберем задержку. У меня есть другой бот, который мы раньше разрабатывали. Я просто оттуда возьму вот эти вот сообщения. Полностью скопировал. Отлично. Давайте попробуем нажать «Сохранить» и заново отправить команду /start. Видим, что у нас сообщение обновилось. Давайте теперь попробуем добавить какую-нибудь фотографию, чтобы у нас первое сообщение было прям максимально красивое. Я сохранил ту же фотку из того сообщения. Вот она. Выбираю с компьютера и ставлю тип сообщения «Фото», чтобы бот меня понял, что я теперь отправляю не просто какой-то текст, но еще и фотографию к этому тексту. Нажимаю «Сохранить» и также отправляю /start. Первый раз, когда вы загрузили фотографию, бот, может быть, чуть-чуть подурнет, потому что эта фотография загружается на сервера Telegram, и в первый раз, может быть, произойдет задержка, но это только в первый раз. Соответственно, если я еще раз команду /start отправлю, видно, что бот очень быстро отрабатывает. Вот так вы можете преобразовать первое сообщение, то есть добавить красивую картинку, добавить видео в формате MP4. Надеюсь, по этой части понятно. Давайте теперь разберемся с кнопками в меню. Мы видим, что у нас в первом сообщении, то есть /start, отправляется кнопка «Главное меню». Если мы зайдем на нее, тут название и значение этой кнопки одинаково, но здесь не поставлена галочка «Отправить кнопки под текстом». Что это значит? В Телеграме два вида размещения. Кнопки под сообщением, то есть по вводам сообщения, и есть инлайн кнопки, которые уходят прямо в тексте. То
то есть они идут сразу после текста. Первое сообщение у нас с обычной кнопкой, которая располагается под меню, специально сделано для того, чтобы у нас пользователи могли в любой момент из любого места выйти в главное меню. То, что у нас находится в команде главное меню, это у нас находится, видите, отмечено галочкой «Отправлять кнопки по текстам». Вот они уходят как раз под текстом. Это инлайн-кнопки, в значении которых уже содержатся другие команды. И здесь важно понимать, что название идет одно, в данном случае это выбрать продукт, но значение кнопки это та команда, которую нужно вызвать. Соответственно, в /start у нас чуть-чуть меняется этот принцип. В названии мы пишем то, что отображается, и в значении пишем тоже то, что отображается, потому что если я нажимаю на эту кнопку, то у меня выходит просто главное меню. Видите? А если я нажимаю, например, на поддержка, то у меня теперь ничего не уходит в тексте, просто вызывается команда поддержки. Вот этот маленький нюанс с этими кнопками, но я думаю, вы быстро разберетесь, потому что это не очень сложно. Что можно еще делать со сценарием? Можно добавлять не одну кнопку в одном ряду, а сразу 3. Давайте добавим еще одну кнопку «Новая команда», еще одну кнопку «Новая команда» и нажимаем «Сохранить». Во второй кнопке я забыл указать значение. А также можем добавить и второй ряд. Я сделаю вот в таком стиле и попробуем перезапустить команду /start. Видим, что у нас теперь обновились кнопки в нижнем ряду и можно ими пользоваться. У нижних кнопок ограниченный функционал, потому что сюда можно вкладывать только те названия, которые у нас есть в колонке команда. То есть если у вас есть главное меню на русском языке, вы можете написать сюда главное меню. Если у меня есть новая команда, но по ней ничего не происходит, нам нужно добавить новую команду. Добавляем новую команду, называем ее новая команда, потому что название у нас новая команда. Тип сообщения, само сообщение будет звучать так. Вот текст для новой команды. Нажимаем сохранить. И теперь, если мы нажимаем на кнопку «Новая команда», у нас выходит то, что мы и закладывали. Теперь давайте я покажу еще, как делать дополнительные меню. Допустим, вам нужно добавить пару кнопок в главное меню. Первая кнопка у нас будет о проекте. А здесь напишем «Информация о проекте». Добавим несколько кнопок. Первая кнопка «Подробнее на сайте». И значение мы можем вписать как какую-то команду, так мы можем ставить и ссылку. Ставлю ссылку из браузера. Нажимаю «Сохранить», добавляю еще один ряд и пишу главное меню. Или «Выйти в главное меню». Смотрите, я название написал «Выйти в главное меню», но значение я пишу ту команду, которую нужно вызвать. Нажимаю «Сохранить». И здесь нажимаю «Сохранить». Теперь нам нужно добавить в главное меню переход к этой команде. Добавляю кнопку «О проекте» и значение «О проекте». Нажимаю «Сохранить». Теперь пишу главное меню или нажимаю кнопку «Главное меню». У меня появилась новая кнопка «О проекте». Вот у нас команда. Нажимаю кнопку «О проекте». У меня вышло меню в нижнем варианте. Меня такое не устроит, и я нажму вот эту кнопочку, чтобы у нас вышло оно в нормальном варианте. Вот, теперь у меня все отлично, у меня вышли инлайн кнопки. И здесь стоит отметить, что первая кнопка у нас переходит на сайт, потому что мы вставили ссылку на сайт. Вторая кнопка у нас выйдет в главное меню. Предположим, что о проекте мы пишем именно внутри чат-бота, и нам нужно это все разделить на несколько сообщений. Давайте я попробую скопировать вот это сообщение. В первом сообщении я нажму кнопку «Редактировать» и возьму информацию из прошлого бота. И, допустим, первую часть я скопирую вот отсюда вот так вот. Удалю кнопки, чтобы у нас было красиво. Вот, и второе добавлю сюда вот это вот сообщение, вторую часть, и напишу о проекте 2, что это второе сообщение. Кнопки оставлю, единственное, может быть вот такой вот смайлик. И я его могу вставить вот сюда вот, например, назад.
Так, нажимаю сохранить, и у нас теперь эта кнопка назад с таким смайликом, ну или эмоджи, кому как нравится. Нажимаю сохранить. И теперь, чтобы у нас эти сообщения были друг за другом, я в первой команде о проекте нажимаю следующее сообщение, это о проекте 2, и нажимаю задержка, ну давайте 3 секунды поставим, нажимаю сохранить. Отлично, теперь перехожу в бота и нажимаю о проекте в главном меню. Смотрите, выходит первое сообщение. Через 3 секунды выходит второе сообщение, кнопки у нас остались на месте, и кнопка назад уже изменилась. Она обратно выходит в главное меню. Давайте еще немножко расскажу о том, как можно стилизовать текст в Telegram. Это можно сделать с помощью обычных HTML тегов. Актуальные теги вы можете посмотреть на самом сайте Telegram. Давайте сделаем так. Я сейчас попробую создать отдельную команду, и мы все посмотрим, как они стилизуются. Для этого я выберу вторую команду, вот такую вот, нажму сохранить. И давайте просто нажмем о проекте и посмотрим, как уйдет команда со стилизованным текстом. Давайте попробуем теперь в стартовом сообщении чуть-чуть отредактировать текст, чтобы было более понятно. Первую строчку этого сообщения мы выделим жирным. А дальше попробуем вторую строчку, где написано: с помощью этого бота вы сможете то-то, то-то. Мы выделим курсивом, ставим теги и закрывающий тег /i. Вот эта вот строчка выделится курсивом. А дальше попробуем поставить теги pre. И нажимаем /start, смотрим, что у нас вышло. Видим, что первая строчка у нас выделилась жирным, дальше идет курсив, а дальше такой измененный текст. То есть вы можете как раз комбинировать эти теги, как вам удобно, и менять стилистику. Надеюсь, я рассказал подробно и понятно. Подытожим, что с помощью сценария вы можете изменять текущие шаблоны, то есть менять текст, кнопки, добавлять свои фото, видео, гифки, PDF-файлы, можете создавать новые команды, делать последовательные сообщения, стилизовать сам текст и адаптировать больше под свое направление и делать более привлекательным для ваших клиентов. На этом все, и увидимся в следующих видео.